Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный прозрачный корсет по готовой выкройке, которую вы можете найти на сайте нашей школы. Итак, приступаем к работе. Распечатываем выкройку на обычном принтере. Обязательно проверяем квадрат. Здесь он должен получиться точно 5 на 5 сантиметров. Это важно. Далее на одном из листов мы срезаем припуск сверху и склеиваем листы. Вот так у нас должно получиться. Все довольно просто. Я буду использовать 42 размер. Это черный контур. Вырезаем его. Обязательно прорезаем метки. Так. Вот наша выкройка. Теперь мы ее немного подкорректируем. Начинаем со спинки. Здесь у меня обозначены срезы под молнию, под небольшое расстояние между петлями. Мы срезаем максимальное расстояние. Вот так у нас спиночка подкорректировалась. И вперед мы корректируем. У нас здесь деталь с припуском 1 сантиметр. Мы его сейчас отметим и срежем, поскольку мы будем делать центральную деталь переда без шва. У нас здесь будет проходить линия сгиба. Отметили. Так. Пишем сгиб. Все. И срезаем этот припуск. Готово. Теперь, что мы с вами делаем? Мы срезаем припуски сверху, с верхней линии корсета по 1 сантиметру. Вот, на каждой детали. И снизу мы срезаем около 2 сантиметров. Чуть укорачиваем наш корсетик. Вы можете также сшить такой корсет до линии талии или на 5 сантиметров ниже талии. Это уже ваш выбор. Я убираю с выкройки 2 сантиметра снизу. Вот так. И сверху 1 сантиметр по всем деталям. Вот так это выглядит. Готово. Краим корсет. Шить я буду из корсетной сетки. Она не тянется ни в одном направлении. И сверху на сетку я буду класть вот такое кружево шантилье. Для лицевой части чашек я буду использовать вот такую костюмную ткань. Она не плотная. Я ее продублирую тоненьким дублерином. И для внутренней стороны чашек я буду использовать бельевой поролон. Он у меня толщиной около 3 миллиметров. Итак, переходим к раскрою. Раскладываем кружево вдвое. Сверху на него раскладываем корсетную сетку. Обязательно очень точно соединяем ткани между собой по линии сгиба. Центральную деталь корсета мы очень точно должны расположить по линии сгиба ткани. Подкалываем все иголочками. Чертить я буду ручкой «Пиши, стирай». Она исчезает от горячего утюга. Мы ничего не добавляем при раскрое. Выкройка уже имеет припуски по всем швам по 1 сантиметру и 7 миллиметров в районе пришивания чашечки. Рисуем контур, ставим все метки. Обязательно соблюдайте долевую. Я вот так переношу затем иголочки.
Затем скалываю и корсетную сетку, и кружево вот так вот вместе иголочками, вот так, как одно целое. И затем уже выкраиваю все вместе. Так, готово. Вынимаю иголочки, разъединяю кружево с сеткой. Теперь накладываем на сетку кружево, распределяем все детали. Обязательно проконтролируйте, где лицевая часть кружева, не перепутайте. И теперь соединяем сетку с кружевом иголочками сначала, вот так, а затем уже сметаем их между собой вручную. Я вот так сметываю. Узелков я не делаю, чтобы потом легко вынуть нитку. И вот так все прометываем. Готово. Вот так это выглядит. Теперь краим чашку. Берем выкройку с надписью «Ткань». Это будет верхний чехол нашей чашечки. Соблюдаем долевую. Ставим все метки. Обводим точно по контуру. Ничего не добавляем. Здесь припуски 7 мм по всем сторонам. Вот так. Теперь берем верхнюю часть чашки и подбираем максимально густой рисунок кружева. С небольшим запасом вырезаем. Теперь в зеркальном отражении подбираем подходящий рисунок для второй чашки. Выкроили. Разбираем кружево на две чашечки. Вот так. Нижние части чашек также мы подбираем. И в зеркальном отражении желательно подбирать рисунок на левой и на правой чашечке. Теперь скалываем ткань с кружевом и опять же сметываем по всем сторонам. Так, теперь можно осноровить детали. Переходим к раскрою поролоновой чашки. Выкладываем детали с надписью «Поролон». Обязательно соблюдаем долевую. Все обводим точно по контуру. Обязательно ставим все метки и буквы. Теперь в зеркальном отображении краим вторую чашечку. Переходим к пошиву корсета. Детали основы корсета скалываем между собой по всем швам и прокладываем строчку с припуском 1 см. Готово. Теперь можно снять наметочную строчку, которую мы с вами прокладывали. Только по швам. Здесь отрезаем ниточку. Вот так. И снимаем нитку. Переходим к чашкам из ткани. Разбираем их на левую и правую. Сшиваем между собой нижние части чашек. Припуск 7 мм. Срезаем максимально припуск шва и соединяем с верхней частью чашки. Обязательно посмотрите, чтобы у вас присутствовали все метки контрольные, и мы их должны сейчас соединить. По срезам должны детали совпасть очень точно в районе 7 мм. Ставим иголочку. Так, центр чашки соединяем. Здесь у нас шов на нижней части чашки пойдет в разутюжку. Так, ставим иголочки. Распределяем ткань равномерно и соединяем ее все иголочками. Обязательно метки должны совпадать. Шьем с припуском 7 мм. Срезаем нижний припуск максимально и верхний оставляем около
4 миллиметров, для того, чтобы у нас получилась вот такая вот лестница из припуска. Переходим к поролоновым чашкам. Обязательно на ней проставлены все метки, все буквы, для того, чтобы мы с вами не запутались, где у нас левая, где правая чашечки. Сначала соединяем строчкой зигзаг нижнюю часть чашки. И затем уже пришиваем верхнюю. Закрывать швы у чашки мы будем в этот раз корсетной сеткой. Я отрезаю по долевой 3 сантиметра сеточки и вот так прикладываю, сложив вдвое, прикладываю к шву, прокладываю первую строчку, шьем. Так, шьем до пересечения с швом чашки. Так. Теперь загибаем в эту сторону нашу ленту и прокладываем по краю строчку. Так, теперь прокладываем вторую строчку по второй стороне. Готово. Срезаем ленту и точно так же закрываем верхний шов чашки, также сложив ленточку пополам, пришили одним швом. Теперь загибаем ленту, прокладываем одну строчку и вторую. Готово. Переходим на утюг и придаем нашим чашкам красивую округлую форму. Чашку из ткани мы обрабатываем таким образом, что разутюживаем нижние швы в разутюжку, а верхние припуски мы отутюживаем вверх. Придаем чашке округлую форму. Пришиваем туннельную ленту, делаем кулиски для костей. Итак, перед нами туннельная лента, и наша задача закрыть все припуски и пришить ленту. Лента будет расположена вот таким образом. Все наши припуски должны смотреть в центр корсета. Вот так. Прикладываем ленту точно к шву стачивания деталей и пришиваем по внутреннему срезу. Во время шитья немного растягивайте корсет, чтобы не присобрались строчки. Вот так у нас выглядит. Теперь наша задача пришить припуск вот так. Шить мы будем по лицевой стороне на просвет, по краю ленты, вот здесь. Расправляйте корсет, чтобы не получилось защипов. Вот так аккуратно мы пришиваем. Создаем кулиски для костей. Также мы поступаем со всеми припусками корсета. Вот в эту сторону у нас лежит весь припуск к центру. Пришиты все кулиски, все замечательно. И теперь мы с вами переходим к созданию шнуровки корсета. Для шнуровки выкраиваем полоски корсетной сетки шириной 3 сантиметра, вот такие ленточки, складываем их пополам и прокладываем строчку на расстоянии 5 миллиметров от сгиба. Срезаем припуск, оставляя 4 миллиметра. Теперь с помощью большой иглы и нитки вот так мы зацепляем кончик нашей ленточки и продеваем ее внутрь, выворачиваем ее на лицевую сторону. Шнур для
создания шнуровки корсета у нас готов. Размечаем спинку корсета. От верхнего среза вниз у нас 7 мм и от нижнего вверх также 7. И теперь между этими метками мы измеряем расстояние и делим его на равное количество петель. У меня получилось 9 петель и расстояние между ними 2 см и 3 мм. Нарезаем заготовки петель длиной 4 см. И теперь с помощью иголочек мы подколем наши петли вот таким образом. Край петли должен совпадать с краем корсета. Вот так. Итак, мы набираем все петли и переходим на машинку, делаем строчку на расстоянии 7 мм от среза. Вот так это выглядит. И затем прокладываем еще одну строчку на расстоянии 4 мм от среза. Теперь берем тоннельную ленту, и наша задача закрыть припуск таким образом, чтобы наш корсет не доходил до края тоннельной ленты на 2 мм. Вот так. Прикладываем вот таким образом и шьем на просвет по краю тоннельной ленты. Так. Не стягивайте корсет во время шитья. Вот так мы закрыли петли. Теперь оборачиваем ленту вовнутрь и прокладываем строчку. Опять шьем по лицевой стороне на просвет. Пришиваем второй край тоннеля. Наша шнуровка готова. Собираем чашки. Сейчас наша задача соединить между собой поролоновую и чашку из ткани. Поворачиваем чашечки внутрь лицевыми сторонами и начинаем собирать верхний срез. Сначала поставили иголочки по бокам чашки и затем разровняли, распределили ткань поролона и чашечки и соединяем иголочками. Шьем с припуском 5 мм. Готово. Теперь нам нужно проложить еще одну строчку, пришивая поролон к ткани. Вот здесь. Отвернули поролон вверх и прокладываем строчку на расстоянии 1 мм. Готово. Оборачиваем тканью поролон. Затем ставим иголочки по всему периметру. Соединяем поролон и ткань. Обязательно соединяем все швы сначала. По верху соединяем. И затем уже распределяем ткань по поролону. Уравниваем все срезы. И прокладываем соединительную строчку на расстоянии 3 мм от среза. Готово. Влажно-тепловая обработка. Отутюжим все пришитые туннели. Вот так. Край чашки также мы отутюжим. И еще раз сформуем чашку на форме. Я не прикасаюсь утюгом, я обрабатываю только паром и руками придаю форму. Делаем 2 отрезка из тоннельной ленты для подгрудного каркаса и придаем ему округлую форму.
вот таким способом, сутюжили, вшиваем чашки в корсет. Итак, соединяем чашку с корсетом. Важно очень точно соединить на расстоянии 7 мм, чтобы срезы были точно вровень. Ставим иголочки и затем распределяем чашку в ухе корсета равномерно, так, чтобы не было никаких защипов. Шьем с припуском 7 мм. Итак, обе чашки у нас вшиты в корсет. Проверяем качество своей работы и пришиваем туннельную ленту к припуску. Наша задача закрыть нашу предыдущую строчку и пришить туннель по внутреннему краю. Вот так мы шьем, пришили одной строчкой. Теперь весь припуск мы максимально срезаем. Делайте это крайне аккуратно. Вот так это выглядит. Теперь я беру иголку с ниткой и приметаю туннель к корсету. Шьем на просвет по лицевой стороне по краю туннеля. Туннели пришиты полностью. Обрабатываем верхний срез корсета. Итак, срезаем излишки туннельной ленты по центру корсета. Берем резинку пополамку. Она у меня шириной 1,5 сантиметра. Отрезаем с небольшим запасом кусочек резинки. Огибаем вот так вокруг среза. Кончики также у нас загнуты внутрь. И сначала я приметаю ее вручную. Вот так это выглядит. И затем уже ниткой в тон я буду шить потайными стежками. Сначала внутри корсета. Здесь можно вот такими стежками пришить. Вы можете также прошить этот шов на машинке. По лицу я делаю вот такие мелкие стежочки. Готово. Выравниваем верхний срез корсета. Делаем это очень аккуратно, чтобы не повредить корсет. Берем каркасы для чашек и ставим их в туннели. Обязательно короткой стороной к центру. Опять берем резинку пополамку, прикладываем ее к верхнему срезу, вот так огибаем и по всему срезу прометываем вручную. Так, и теперь прокладываем строчку, пришиваем нашу резиночку к корсету. Верхний срез мы закрыли, теперь выравниваем нижний срез корсета, ставим кости в туннели. Я беру китовый ус шириной 5 мм, измеряю, какая длина нужна мне. У меня косточка не доходит до линии низа на 1 сантиметр. Делаю парную кость, обрабатываю кончики костей огнем и ставлю в туннели. Так, парную ставим кость.
Можно помочь себе отверткой, если плохо кость проходит в туннель. Так, готово. И таким же способом мы ставим все остальные кости в корсет. Обрабатываем нижний срез корсета. Также берем нашу резиночку, огибаем нижний срез, прометываем и пришиваем на машинке. Теперь нам осталась влажно-тепловая обработка. Чашку мы еще раз поутюжим на форме. Вот так. Смотрите, я не прикасаюсь утюгом к чашке. Так. Поутюжим нашу окантовку. И я вас поздравляю, наш прозрачный корсет с отрезными чашками готов. Выкройку этого корсета в 5 размерах вы можете приобрести на сайте нашей школы. Я вам желаю легкого кроя и шитья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.